И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 10 марта, и я с итоговым выпуском, что случилось за последние часы, ну и, соответственно, чего ожидать в ближайшее время. Плюс в конце будет несколько технических сообщений. Итак, поехали. Что у нас произошло за последнее время? Вы знаете, очень интересное сообщение, якобы утечка с украинского генштаба о том, что генштаб не имеет сил на запрос группировки на Донбассе помочь, потому что иначе она может оказаться в окружении. То есть генштаб вооруженных сил Украины вроде бы ответил, что для Донбасса сил нет. Все силы уходят сегодня на Киев, на Харьков и на локализацию российского прорыва на юге, в Николаевской области. То есть очень похоже, что донбасской группировке уготована роль армии Паулюса, которую уже Гитлер после того, как ее окружили, полностью похоронил, но она должна выполнить свою последнюю миссию. Максимально нанести потери противнику, удержать свои рубежи как можно дольше и таким образом отодвинуть агонию режима еще на некоторое время, дав ему время, как считают в Киеве, для возможного спасения. Причем уже очевидно, что после взятия, по сути, Изюма, а Изюм, да, там еще остались на территории города незачищенные районы, но в целом уже переправы наведены, и российские войска могут двигаться в тыл славянско-краматорской группировки, но для этого еще, естественно, потребуется какая-то перегруппировка сил, потому что бои были очень и очень сильные. Кстати, я обещал в прошлом материале рассказать о том, что произошло в районе Балаклеи. Так вот, на протяжении нескольких дней украинские силы готовили контратаку. Были артиллерийские обстрелы Балаклеи, даже был подожжен склад боеприпасов, и вчера вечером была предпринята атака. При помощи танков и мотопехоты украинские вооруженные силы попытались зайти с запада в Балаклею, но были отбиты и частично рассеяны при помощи российской авиации. То есть не исключено, что именно вот эта операция, которую готовила, подчеркиваю, вооруженные силы Украины на протяжении нескольких дней, и была тем очень хитрым планом, который Генштаб ВСУ рассказывал о том, что мы сейчас готовимся к контрударам. То есть мы готовимся нанести российским войскам поражение. И с учетом той значимости боев за Изюм и за Балаклею, я считаю, что, возможно, действительно это и было вот тем ответом вооруженных сил Украины. Правда, неудачно. А ведь если бы это все удалось, то, взяв Балаклею, украинские вооруженные силы поставили бы российскую армию в очень неприятное положение. Понятно, что кризис был бы решен, но потери были бы, а еще было бы потеряно время. И успешное отражение контратаки ВСУ на Балаклею на самом деле на будущее упростило российским войскам задачу, потому что теперь тот кулак, который сосредотачивался в этом направлении, он заметно ослаблен. А значит, с этой стороны можно ожидать уже меньше неприятностей и более спокойно готовиться к наступлению на юг. Еще интересную новость сообщил Министерство обороны Российской Федерации, когда зачитывало очередную сводку о том, какие населенные пункты были взяты в данном случае народной милицией ЛНР. Очень похоже, что готовится большой прорыв на трассе Бахмутка, взяты несколько населенных пунктов, кроме вчерашней Попасной, и я так понимаю, что народная милиция ЛНР попытается проломить оборону ВСУ в этом направлении и как минимум окружить вот эту Лисичанско-Рубежнянско-Северодонецкую группировку. То есть отколоть от Донецкого фронта самую северную его часть и взять его в окружение. На самом деле Донецкое направление пока просматривается на протяжении следующих будущих нескольких дней самым важным. Потому что для российских вооруженных сил очень важно уничтожить здесь группировку вооруженных сил Украины. Потому что после ее уничтожения у российского командования появятся новые резервы. То есть все эти силы, которые сегодня задействованы в этой операции, они далее могут быть переброшены на любое другое направление. И соответственно резко изменить баланс сил либо на юге, либо под Харьковом, либо под Киевом. Но я думаю, что далее это будет все-таки в первую очередь Харьков и юг. Киев будет оставлен уже на закуску. Вот это примерно то, что я хотел сказать в данном обзоре. И, как я сказал в начале, несколько технических моментов. Момент первый. Оказывается, Рутуб оказался редкостной редиской. Два материала, которые я утром выложил, они их так у себя не разместили. То есть на Рутубе я ничего больше размещать не буду. Пошли они, как говорится, в пеший поход по известному направлению. Второй важнейший момент. YouTube канал моего товарища Михаила Муфриенко заблокирован. Опять он получил страйк. Он открыл уже третий YouTube канал, ссылку на его канал я даю в текстовой строке под видео, на котором в том числе вы далее можете смотреть и сводки с фронтов украинской войны. Все, на этом по этой теме пока все, до завтра, надеюсь, утром у нас будет следующий материал, не посвященный сводке, а я обратно вернусь к теме, о еще одном аспекте украинского кризиса, а именно о внутренних проблемах России. Все, вроде все анонсы теперь сделал, теперь точно до свидания и до завтра.